Крупнейший в России застройщик «Самолет» публично обратился к правительству за финансовой помощью. Мы очень давно не говорили о кризисных новостях в российской экономике, потому что, зная все происходящее, цифры инфляции, рост просрочки по банковским кредитам, падение производства, нам не хватало какой-то центральной новости. А девелопер, который идет в правительство просить денег, это как раз такая новость. Почему нас так интересует эпизод именно с самолетом? Потому что строительство – важный маркер любого крупного кризиса в целом, а в нашем случае особенно. Строительство – это такая отрасль, в которую упирается вся остальная экономика. Для строительства нужен банковский сектор, который профинансирует застройщику строительство, а клиенту покупку в форме ипотеки. Нужно производство строительных материалов, грузовая логистика, машиностроение, металлургия, деревообработка и производство мебели. Нужны представители множества профессий, от каменщиков и крановщиков до инженеров, архитекторов и дизайнеров. Строительство нового дома создает совокупный спрос на всех рынках. Поэтому, когда строительство в беде, проблемы начинаются сразу у всех связанных отраслей и у тех, кто, казалось бы, к строительству никаким боком не относится. Даже у тех, кто просто делает какие-нибудь, не знаю, хендмейд-инсталляции для интерьера. Меньше новых квартир, меньше кому нужна икебана на кухонный остров. Строительство, наряду с производством автомобилей, наиболее чувствительно к любому похолоданию рынка. Ведь потребители, ощутив, что как-то у них не супер стало с доходами, как-то на работе пошли сокращения, ухудшилось, не знаю, положение и перспективы, такие потребители очень не сразу изменят свое поведение на рынке. Очень не сразу они откажутся от стейка в ресторане в пользу курицы в магазине. Очень не сразу станут реже ходить в кино, ездить на такси, заказывать доставку. Даже отпуск в Дубае выходными на даче заменят не в один момент. Зато от чего в случае любой нестабильности люди откажутся сразу, так это от идеи отдать все свои сбережения и еще на 20 лет влезть в долги. Если ты не уверен, будет ли у тебя работа через год, то лучше посидишь в тесноте с парой-тройкой миллионов на счете, чем рискнешь обнаружить себя без денег и возможности тянуть ипотеку. Покупку нового жилья и автомобиля потребители откладывают, как только почувствовали неуверенность в завтрашнем дне. Это отрасли-канарейки. По их состоянию можно понять, что скоро станет плохо всем остальным. При этом иных признаков кризиса может и не быть. В ресторанах аншлаг, путевки на курорты раскуплены, торговые центры забиты людьми. Но в нашем случае строительство – маркер еще более показательный. Потому что строительная отрасль у нас в числе главных бенефициаров войны и всего, что с ней связано. Выплаты за подписание контракта, выплаты за погибших – все то космическое бабло, что пролилось на людей, у которых никогда не было денег, все это отправилось на рынок жилья. Мы прекрасно знаем, кто составляет основную массу контрактников в российской армии и основную же массу погибших. Огромные выплаты за заключение контракта получили те, кто за всю свою жизнь не смог бы заработать даже на первый взнос по ипотеке. А за смерть контрактников на фронте их родственники получают выплаты. Это не единственный фактор. Есть еще субсидирование разного рода льготных ипотек, но это очень важный фактор раздувания гигантского пузыря на рынке жилой недвижимости. Было продано множество квартир, которые не должны были быть проданы. Были построены дома, которые в другой ситуации построены бы не были. Кризис у крупнейшего застройщика – лучшая иллюстрация того факта, что бюджетное стимулирование экономики исчерпало себя и обернулось своей противоположностью. Избыточный спрос разогнал цены, разогнал предложение. Теперь на рынке огромное количество жилья, которое стоит совершенно неадекватно относительно реальных доходов потребителей. Ровно об этом мы говорили еще 1,5 года назад. Предупреждали, что сдувание пузыря начнется с рынка жилой недвижимости. В чем, собственно, состоит механика надутого государством пузыря? Огромные бюджетные инъекции обеспечили быстрый рост прибыли предприятий и доходов граждан. Быстрый рост доходов привел к так называемому феномену богатства. Люди, чьи доходы за короткий срок сильно выросли, решили, что так и будет дальше. Что если их зарплата за 2 года скакнула с 50 до 150 тысяч, то еще через 2 года они уж точно будут получать хотя бы 200, а то и все 300. И начали эти люди активно тратить не только то, что у них есть сейчас, но и то, что у них будет.
Они не просто расходуют все 150 тысяч, они потребляют так, будто у них уже есть 200 или 300. Активно и бесстрашно лезут в долги в счет виртуальных будущих доходов. Рынок, в свою очередь, отвечает повышением предложения. Владелец ресторана, наблюдая каждый день полную посадку, берет кредит под открытие второго ресторана. Без разницы, какие там условия и проценты, если поток гостей и выручка растут лавинообразно. Повара и официанты начинают больше зарабатывать. Спрос на их труд повышается. Они тоже начинают тратить не только то, что есть, но и то, что потенциально будет. В случае ипотеки все работает точно так же. Человек, у которого резко выросли доходы, видит всякие разные льготные ипотечные программы. И даже если с текущим уровнем заработка эта ипотека для него неподъемная, он все равно ее берет, надеясь на рост доходов. Как только человек берет кредит на первый взнос и сверху наваливает ипотеку, которую на самом деле не тянет, запускается цепная реакция. Строится новый дом, создаются рабочие места для инженеров, каменщиков, крановщиков. Продаются диван, унитаз, кондиционер, изготавливается кухонный гарнитур, шкафы для одежды, столы и стулья. Все это не было бы продано, если бы человек не купил квартиру в надежде на будущие доходы. Так и работает надувание пузыря. Сначала все счастливо тратят свои безумно выросшие зарплаты, потом все по цепочке начинают жить в долг. Квартира покупается в долг, дом строится в долг, бетонный завод в долг покупает оборудование под возросший спрос, владельцы мебельной фабрики в долг строят еще один цех. У всех в этой цепочке растут доходы, под них берутся еще большие долги и так далее. Спираль раскручивает сама себя. В конечном итоге все приходит в неизбежную точку. Оказывается, что понастроенное огромное количество жилья, стоимость которого из-за искусственного стимулирования и завышенных ожиданий улетела в космос, а надежды потребителей на рост доходов не оправдались. Ваш сегодняшний потребитель – это не человек, у которого было 150 тысяч в месяц, а стало 200 или 300. Его зарплата по-прежнему 150, из которых ежемесячные выплаты по кредитам сжирают 100. Таким образом, реальная его способность потреблять откатилась к 50 тысячам. Квартиру в региональном центре за 10 миллионов он у вас не купит. Не купит по коммерческой процентной ставке, не купит даже по тем программам семейной ипотеки, которые еще работают. Потому что рынок оторвался от реального спроса. А реальный спрос в отсутствии роста доходов сжался. На сдувании пузыря вы всегда получаете парадоксальную картину. Цены у вас уже адаптировались под повышенный спрос. Уже накопилась инфляция и разгоняет саму себя. У потребителей же способность потреблять сократилась. А экономика все еще переваривает рост издержек и пока не может подстроиться под сокращение потребительских возможностей. В результате получается двойной удар. Люди на завышенных ожиданиях потратили все, что у них было, и влезли в долги. А тут вдобавок еще и цены выросшие. Экономика получает шок со стороны спроса, он резко снижается. Сначала отменяются или откладываются большие покупки, недвижимость и автомобиль, но следом падение спроса распространяется на прочие сферы. Оказывается, что открывать второй ресторан в кредит совершенно не следовало. Его сотрудники остаются безработными, а владелец по уши в долгах. Тут вот еще о чем надо подумать. Падение совокупного спроса в экономике – это падение собираемости всех видов налогов. В частности, налога на прибыль, который кормят региональные бюджеты, и НДС, который главный спонсор бюджета федерального. Таким образом, помимо падения нефтегазовых доходов, при сокращении экономики бюджет теряет доходы не нефтегазовые. И в этом тоже есть некоторый парадокс. Когда федеральный бюджет активно накачивал экономику деньгами, он получал стремительный рост налоговых поступлений. Все просто. Вы больше платите за пошив бушлатов нашей любимой швее из Иваново, предлагаете бешеные бабки за подписание контракта и высокие зарплаты на фронте. Люди несут эти деньги в магазин, бюджет получает больше сборов по НДС. Чем больше государство платит, тем больше возвращает налогами. Когда же государство, приучив экономику к большим бюджетным расходам, вдруг не может их больше наращивать ввиду снижения нефтегазовых поступлений и роста долговой нагрузки, в такой ситуации доходы бюджета падают еще сильнее. Самое время прерваться на рекламу. Если вы эмигрировали или много путешествуете и подолгу бываете за границей, то уже знаете, сегодня важно не просто иметь карту зарубежного банка, чтобы платить без проблем и подтверждать наличие средств на счете для получения визы.
Лучше всего иметь несколько счетов в банках разных стран, потому что никогда не знаешь, где изменится законодательство или как могут трактовать какие-нибудь новые санкции. Хорошо, что сейчас карту зарубежного банка можно открыть удаленно и быстро. Например, с этим помогает сервис MasterCard Bridge, который основал мой зритель Данила. Данила работает с банками напрямую, поэтому цены у него доступнее. А еще он дает гарантии. Если карту открыть не получится, например, потому что ситуация резко изменится, то деньги вам вернутся в полном объеме. Сроки открытия от 1 дня. Картой можно расплачиваться в зарубежных магазинах, оплачивать сервисы Spotify, Netflix, Steam, ChatGPT и другие нейросети. Сможете пользоваться Swift, бронировать отели и авиабилеты, подключать карты к Apple или Google Pay, хранить деньги на зарубежном счете в валюте и даже получать с этого проценты. Пополнять можно с российских карт или, наоборот, выводить деньги на них. Данила помогает открывать карты с 2022 года, и сейчас цены на эту услугу лучше, чем когда-либо. Но есть проблема. С каждым месяцем возможностей для открытия зарубежного счета все меньше. Поэтому тянуть с этим лучше не стоит. Кстати, если у вас есть карта Казахстана, Данила поможет ее продлить на целых 5 лет и доставит вам новенькую именную карту. А еще прямо сейчас у MasterCard Bridge действует акция «Скидка 30% на открытие карты по промокоду MaximCats». Успейте открыть карту на самых выгодных условиях. Ссылка в описании. Спасибо, что смотрите нашу рекламу. Это позволяет каналу оставаться независимым. Мы продолжаем наш рассказ. Так вот, государство перестает наращивать траты, потому что у него стало меньше денег. Но от того, что тратится меньше денег, охлаждается экономика и падают бюджетные доходы от налогов с нефтегазовым экспортом, никак не связанных. И становится еще меньше денег. Короче говоря, перед нами кризис. Оказалось, что все жили в долг, в надежде на светлое будущее и скорое окончание войны. Минфин проел все резервы и одолжил все, что мог одолжить. Каждый год ожидая, что вот-вот все закончится, больше не придется так много тратить, и он сможет это все как-то восстановить. Граждане и предприятия, на которых пролился дождь из бюджетных денег, ломанулись проедать все, что было, и по цепочке потребления тоже залезли в долги. И ни у кого надежды на светлое будущее не оправдались. Российское правительство не дождалось завершения войны ни в каком виде. Ему придется и дальше сжигать деньги на бессмысленное смертоубийство. Граждане внезапно поняли, что никакого роста доходов не ожидается. Ревущее начало 20-х закончилось, и теперь нужно не наращивать потребление, не сохранять его на прежнем уровне, а платить за те автомобили, квартиры, мебель, одежду и обувь, которые были куплены за последние 4 года. Чтобы обрисовать перспективы, для начала скажем, что будет, если ничего не делать. Если просто дать кризису развиваться так, как он есть. В таком случае будет классическое схлопывание пузыря. Вслед за снижением инвестиций и спроса начнут постепенно банкротиться не просто предприятия, а целые отрасли. Люди останутся без доходов, а значит без возможности выплачивать набранные кредиты. Плавный рост просрочек задолженности, который мы наблюдаем, станет лавинообразным и обрушит банки. В итоге мы получим такую себе классическую стагфляцию, когда быстрое падение экономики будет сочетаться с очень быстрым ростом цен, то есть с высокой инфляцией. В таком случае экономика сокращается, потому что в ней ужалось потребление и инвестиции. И вы этой экономике не сможете дать дешевые кредиты, ведь инфляция и без того очень высокая. Процентную ставку приходится держать на запредельно высоком уровне. Предприятия закрываются, люди теряют работу, а новые предприятия открыть невозможно. Ставка по кредитам ломовая, за пределами любой доходности. Так что никто не может привлечь деньги для нового бизнеса. Именно такого рода кризис, если кто помнит, попеременно предсказывали и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, и начальник Ростеха Сергей Чемезов. Ситуацию, когда вы не можете понизить ключевую ставку и сделать кредиты доступнее, потому что тем самым разгоните инфляцию, когда не можете стимулировать экономику за счет бюджетных вливаний, потому что бюджет сидит в дефиците, кроме того, каждый дополнительный бюджетный рубль будет еще сильнее разгонять инфляцию, не приводя к экономическому росту. И это же будет не просто неудобство для граждан, а постепенное попадание в спираль обесценивания валюты, когда цены растут так быстро, что люди не сберегают деньги, а бегут на них скорее покупать хоть что-нибудь, отчего цены еще быстрее разгоняются. Действовать обратным образом, сдерживать инфляцию за счет повышения ставки, вы тоже не можете.
Ведь повышение ставки добьет и без того падающую экономику. Стагфляция опасна тем, что в ней нет выбора, чем пожертвовать, ростом или инфляцией. Вы неизбежно жертвуете и тем, и другим. И если не случится, как в американских 80-х, какого-то чуда, когда у них там родились новые невиданные доселе рынки, когда резко взлетела электроника и IT, то иметь вам бледный вид. В таком кризисе можно находиться долгие десятилетия. Но в данном случае все гораздо хуже. В отличие от 70-х 20 века, российские предприятия и домохозяйства закредитованы сверх всякой меры. Из-за чего не только сократится потребление, не только люди вдруг обнаружат, что после всех обязательных выплат реальных денег у них останется совсем мало, и в ресторан уже они не пойдут, но банкам светит вполне себе дефолт. Возможное банкротство даже такого застройщика, как самолет, российские банки переживут без особых сложностей. Но если все заемщики, которые так активно наращивали свою долговую нагрузку, перестанут ее тянуть, то полноценный крах банковской системы станет неизбежен. С множеством очень злых вкладчиков, чьи деньги теперь в невыплаченных кредитах и непроданных квартирах. Напомним, это я описываю вариант, если ничего не делать. А что все-таки сделать можно? С подобным кризисом не получится справиться без жертв. Вопрос лишь в том, на какие жертвы государство готово пойти. Что оно считает для себя политически безопаснее? Каждое решение будет иметь последствия. Можно, учитывая большую зависимость федерального бюджета от упавших нефтегазовых доходов, резко ослабить рубль. По большому счету, не существует предела в наращивании рублевой цены барреля нефти. $100 за баррель при долларе 80 – это 8 тысяч рублей за бочку. $40 за баррель при долларе в 200 – это тоже 8 тысяч рублей за бочку. С точки зрения бюджета это одно и то же. За счет девальвации рубля можно компенсировать падение нефтегазовых доходов и одновременно дисконтировать бюджетные обязательства. Такой маневр позволит бюджету быстро расквитаться с долгами и вновь насытить экономику рублями, нарастив доходы. Ценой такого решения будет резкий взлет инфляции. Настолько резкий, что Центробанк будет вынужден отреагировать радикальным ростом ставок. Но и эта ситуацию не исправит. В результате деньги в карманах людей обесценятся, цены вырастут, а привлечь финансирование никто не сможет, ни граждане, ни предприятия. Резкая девальвация рубля через вброс огромной рублевой массы на рынок, как это было в черный вторник 16 декабря 2014, это высокий риск настоящей макроэкономической катастрофы, когда рубль упадет в спираль инфляции немедленно и девальвации, и вообще перестанет чего-либо стоить. Люди побегут покупать телевизоры и вообще все, что можно, немедленно купить. Ну и не нужно забывать, что на момент черного вторника процентная ставка была относительно низкой. У ЦБ был большой зазор для ее повышения и, соответственно, большое влияние от такого повышения. Сейчас ничего подобного нет. Ставку с нынешней повышать уже особо некуда. Можно, наоборот, попытаться надавить на ЦБ, чтобы он отказался от политики защиты рубля в пользу защиты всей экономики от массового дефолта, чтобы снизил ставку и дал гражданам, предприятиям и бюджету возможность дешево рефинансироваться. Таким образом, насытить экономику ликвидностью не через бюджет, а через дешевые банковские кредиты. И это даст некоторый эффект очень короткого номинального роста. Это предотвратит дефолт, ведь заемщики смогут дешево рефинансировать свои долговые обязательства. Но в этом случае Центральному банку придется попрощаться со всеми своими таргетами инфляции. Она улетит процентом эдак к 20. Это лучше, чем одномоментное ослабление рубля втрое, лучше, чем финансирование экономики за счет бумажного бюджета, но это все равно погружение рубля в инфляционную спираль. Есть, конечно, еще один вариант. Строительство экономики по Глазьеву. Центральный банк напрямую в обход банковской системы финансирует системообразующие и военные предприятия. Предприятия эти создают за счет бесплатных кредитов спрос на всех рынках, на рынке труда в первую очередь. От чего происходит экономический рост. В принципе, очень непродолжительное время можно жить и так. Просто сказать, у нас теперь тут экономика военного времени. Центробанк на своих станках делает рубли, чтобы заводы могли делать пушки и ракеты. Но тогда придется смириться с экономикой в стиле Венесуэлы. Сотрудники этих предприятий будут получать рубли, которые невозможно отоварить. Труд будет принудительным. Кто же добровольно на такое пойдет?
а реальной оплатой труда станут талоны на еду. Некоторое время можно существовать и так, когда ваша валюта становится чистой абстракцией, а цены государство пытается регулировать централизованно. Вот только государство при таком раскладе разложится настолько, что президента можно будет выдернуть из его дворца, как игрушку из автомата. В целом не существует хорошего выхода из кризиса, сформированного безумными бюджетными расходами, на которые экономика ответила закономерной активностью. На самом деле, российскому государству было очень дорого изображать благоденствие вопреки всему в первые годы войны. Плотно набитые рестораны, квадратные метры, новые автомобили – все, что было открыто, куплено и построено вопреки реальному ухудшению базовых показателей. Это ведь не вчера началось. Сокращение рабочей силы, уменьшение экспорта, исчезновение иностранных инвестиций, рост издержек, поддержка убыточных отраслей. Все это было временно и в кредит у будущего. И вот будущее наступает. Теперь придется платить. Федеральный бюджет, фиксируя падение доходов по всем бюджетообразующим налогам, что по нефтянке, что по НДС, печатает как не в себя облигации федерального займа. Облигации эти скупаются банками, которые получают ликвидность через аукционы репо. Как минимум последние 1,5 года весь рост экономики сводится просто к бумажным вливаниям из ЦБ. Облигации, взятые под конский процент в прошлом году, формируют дефицит этого года и каждого следующего, потому что требуют выплаты процентов. И проценты совершенно не такие, какие платит американское правительство, а фактически спекулятивные. Каждый год, когда правительство российское лезло в долги, заставляет его лезть в еще большие долги в каждый следующий год. Получается, уже долги 2-го и 3-го порядка. Взял сегодня 1 000 000 рублей под 15%, на следующий год будешь одалживать уже еще денег еще под 15%, чтобы выплатить эти 15% доходности. И так в цикле. Мнимый рост экономики, основанный только на бюджетных вливаниях, штука совсем не бесплатная. За рубли, потраченные вчера, вне всякого реального роста, сегодня придется либо напечатать новые, обесценив валюту, либо дать разориться целым отраслям и миллионам граждан. Война – дело страшно дорогое и макроэкономически убыточное. Война пожирает производительную рабочую силу, превращая ее в трупы. Война перерабатывает ценные ресурсы в бесполезные груды строительного мусора на месте городов и сел. Война перегревает рынки, искажая стоимость активов. Война – это инвестиция денег, ресурсов и людей в ничто, в пыль, в землю с развалинами, которые надо содержать. Можно некоторое время перегревать экономику военными расходами, выдавая это за реальный рост, но не бесконечно. Мы ровно об этом говорили некоторое время назад. Если у вас есть возможность зарабатывать на бюджетном государственном безумии, не ввязываясь, конечно, в войну и ее обеспечение, то зарабатывайте. Если из Москвы уехали все дизайнеры, и вы остались там, и вам предлагается зарплата в 500 000, то берите, почему бы и нет. Но только не думайте, что так будет всегда. Однажды окажется, что усиленно вбрасываемые в экономику рубли не связаны ни с каким реальным ростом экономики, и никакие 500 000 светить вам не будут. И окажется также, что произведенный дрон формально, конечно, повышает ВВП, но в реальности может создать только руины в соседней стране. Это тебе не уборочный комбайн. Никакого мультиплицирующего эффекта, даже возврата вложений от дрона не случится. Это те самые инвестиции в пыль. Если долго инвестировать в пыль, неизбежно придешь к моменту, когда ресурсы закончились, а пыль, в которую ты их переделал, ничего не стоит. Даже удивительно, что механика нынешнего кризиса, когда оказалось, что война совершенно не полезна, а просто все залезли в долги, настолько повторяет схему, которую мы предсказывали. Даже началось все как раз с той отрасли, которую мы подозревали в перегреве. С другой стороны, не очень ясно, как могло быть иначе. До завтра.